Это не большой блок будет чуть позже, с украинского Донбасса. И это такая ремарка, знаете. В октябре прошлого года появилась информация, что Украина не получит третий транш ЕС в этом году из-за запрета на экспорт леса-кругляка. Потом в ноябре появилась информация, что Еврокомиссия получила предложение от Украины по ситуации с запретом на экспорт леса. Об этом сказал посол ЕС, мол, решим ситуацию. А потом появилась информация уже в ноябре, что Украина отменит запрет на экспорт древесины в ближайшие недели. И вот уже появляется информация сегодня о том, что Украина разрешит экспорт леса. Лес-кругляк, я объясню, что это необработанная древесина. То есть мы не вывозим какую-то продукцию. Нет-нет, вырубили и вывезли. Я подумал, не может такого быть. Ну не может быть, про этот мораторий давно слышу, но это как-то слишком явно. Мы вам дадим вот эту конфетку, а только вы снимете юбочку. Я думал, не может такого быть. Лібералізації візового режиму. Це відбудеться до літа. И вот я вижу сегодня видео, на котором Юнкер говорит, что еще и либерализацию визового режима вы получите. Получите возможность, выезжайте, не будете платить 30 евро, будете выезжать, как вам там рассказано, кофе пить, да, ну мы это уже 100 раз обговаривали. И здесь украинская журналистка, молодец, честь и хвала, задает вопрос Юнкеру. Ви сказали, що фінансова допомога 600 мільйонів євро буде видана Україні найближчими тижнями, але, як ви знаєте, ініціатива в українському парламенті є відмовитися від заборони на вивоз деревини. Прямой вопрос Юнкеру. Юнкер не является украинским политиком, иначе он бы нашел возможность уйти от ответа. Он бы сказал, вы знаете что-нибудь о российской агрессии, ну или что-нибудь такое, в таком духе начал бы говорить о европейских ценностях, а он берет и отвечает прямо. Поміж передумов для видання другого траншу ми вказали відкликання цього ембарго, цієї заборони на вивіз. То есть, таки да, мы не дадим вам эти вонючие 600 миллионов, которые вы моментально отправите себе куда-нибудь в задницу, и без того, что вы не разрешите вывоз леса, я не знаю, хотел сказать последнего, наверное, уже последнего богатства моей страны. А что он еще дополняет, мол, правительство за. І я відмітив, що прем'єр-міністр і його уряд внесли такий законопроект в парламент. Я обращаюсь к украинцам, исключительно к украинцам. Ребята, смотрите, у вас была революция достоинства. Ну, я не к тому, что там потроллить. Ну, реально, она ваша, и я уважаю ваше мнение о том, что вы считаете, что это революция достоинства. До основания, а затем и все такое прочее. Но до чего дошли? Вот 600 миллионов евро. Вам предлагают 600 миллионов евро за то, чтобы вы рубали... Что такое 600 миллионов евро? Это, ну я не знаю, это выделяется в конкретной области, какой-то в Северной Вестфалии, на то, чтобы не вымирали летучие мышки. Это копейки, это вообще ничто. Но даже если бы вам выделило, целые 3 миллиарда евро, то разве это стоит того, чтобы убивать то, что у вас есть? Потому что вывоз леса-кругляка – это именно убийство. Это признание в том, что мы являемся сырьевым придатком. Это ненормально, это абсолютно неправильно, это подло. Это подло потому что что будут видеть ваши дети? Ваши дети ведь о Карпатах будут знать только по картинкам. Почему не выходит народ? Почему не выходят не рабы? Почему они не выйдут и не скажут стоп, подождите, Карпаты не отдадим. Ну давайте оставим хоть что-то, давайте оставим себе хоть что-то своим потомкам. Или ваши потомки будут жить в Венгриях, Румыниях и в Польшах. Я коллекционирую живопись украинских карпатских художников. Герц, Мартен, Кашай, Бакшай, Глюк. И вы знаете, у Шолтеса, у художника, есть целая серия деревянных церквей, картин деревянных церквей. Некоторых из этих церквей уже нет. И у всех у них есть картины, то есть мы можем знать, что вот эти церкви там стояли, уникальные церкви, только по картинам. Но это, на самом деле это ужасно. Я показываю, когда своим европейским друзьям эти произведения, я говорю, вы посмотрите, какая красота, вы посмотрите, какая красивая Украина, вы посмотрите, это Карпаты. Класс, да? У меня болит то, что вы делаете с Карпатами. То, что вы делаете с Карпатами. Можно говорить, да, это плохие люди. Пойдите и выбросьте оттуда этих плохих людей. Это сейчас получается, что подходят к шлюхе, да, и говорят, на тебе $100, да, пойдем со мной.
А второй кто-то говорит, зачем ты ей дал 100 долларов? Она бы и за десятку пошла. У меня создается впечатление, вот с этими вот 600 миллионами в обмен на Карпатский лес, знаете, что вас уже принимают за. Пойдем за рюмочку. Пойдем за рюмочку. Приватизировав патриотизм и любовь к своей родине, ну будьте уж так добры ее немножечко любить.